А это студенческий билет. Это студенческий билет какого учебного заведения? Это Высшее музыкальное училище имени Гнесиных. Вот то самое, про которое которое находится сейчас, на Поварской. про которое вы сейчас и рассказывали. Да. Скажите, пожалуйста, а для того, чтобы завоевать музыкальный Олимп, от каких-то человеческих качеств себе надо отказаться? Скажем, от доброты, от вежливости или нет? У меня бывали периоды, когда я себе это говорил, что я больше не буду делать, так скажем, какие-то поступки, которые мне кажутся хорошими, да, в отношении, потому что их не оценивают или ими начинают пользоваться, да, и, например, у меня даже были какие-то там, не знаю, записи, я писал о том, что почему, например, в шоу-бизнесе искреннего и, так скажем, желающего вот искренне, не знаю, поговорить, рассказать о себе, считают либо простачком, либо дураком, либо идиотом, либо еще как-то. Мне это жутко бесило и расстраивало. Я думал, ну как же так? Если ты приходишь в компанию, да, например, артистов, начинаешь, ну, это сначала, мне кажется, это период такой, да, когда ты вливаешься, так скажем, в коллектив нашего шоу-бизнеса, наверное, каждый задавался такие вопросы. Я давал себе, наверное, обещание, что я больше так не буду, я, наверное, не буду, скажем, делать добро, субъективно говоря. Вот. Очень много было каких-то там ситуаций. Вот. Очень долго ко мне относились предвзято. Например, даже если мы возьмем Юрмалу, в которой мне пришлось тоже пройти некую школу жизни, Юрий Шмидт же был независимым продюсером, он, так скажем, не состоял ни в каких коалициях, вот, ни с кем не делился, разговаривая уже таким языком. И на мне очень часто срывались, да, даже на всех, не знаю, репетициях. Я всегда видел вот это вот клеймо, да, то, что я работаю с Юрием Шмидтом Азишписом. Мне это жутко убивало раньше. Я жутко расстраивался, и как-то у меня опускались руки. Но я пережил этот период. И вот это вот желание доказать, что я не такой, как все, наверное, что я буду лучше, что вот это вот смятение внутри, оно, наверное, дало мне какой-то толчок. И я благодарен этому. И я благодарен Юрию Шмидтовичу Азишпису в том числе. Вот это все, да, говорю о нашем. Но это не все. Вот это все было вынимаемо из сумки, и казалось, что оно будет так все время. Потому что это что такое вообще, что это? Это такая хорошая традиция. Первая вообще такая зарисовка появилась, когда я первый раз поехал в Москву, и мне нужно было с кем-то делиться. Секундочку. Это все написано вами для начала? Это, да, мной написано. Вот вы написали столько всего? Написал столько всего. Там стихи, проза, там эссе. Стихи, там проза, там какие-то, не знаю, белые стихи, которые потом резко переходят в рассказы, а потом просто, не знаю, с какого-то простого предложения, эссе, там, не знаю. То есть вы пишете, вы серьезно занимаетесь писанием? Знаете, я писал больше и чаще тогда, когда мне было как-то вот морально трудно, наверное, когда мне нужно было с кем-то вообще делиться, да, в данный момент с книжкой. Писал, но сейчас меньше. А для вас вот это писание, это просто такая психотерапевтическая история? Ну, то есть, когда наваливаются проблемы, надо выплеснуть уже? В какой-то момент, я помню, одолевал расспросами. У каждого ребенка возникали вопросы, например, к своим родителям. А кем ты был? А как ты учился, папа? А расскажи мне, а покажи, а что там и где? И, если честно, мы очень много переезжали, и поэтому очень много терялось, да, каких-то там факты какие-то из жизни, так скажем, людей, которым хочется подражать. И у меня тоже сложилось такое ощущение, что я вот исправлю эту ошибку на себе. Я обязательно буду собирать. Если у меня будут дети, я им буду показывать, рассказывать. Говорю, вот смотрите, вот здесь я то испытывал, вот здесь я это. Да, то есть вы вот это делали для детей? А что-нибудь нельзя прочесть из того, что я могу зачитать так, без этого всего. Просто наизусть? Да. Давайте. Любовь стучит по клавишам рояля, нас как будто заставляет одуматься, простить, вернуться с того света. И снова полюбить, любить безбожно, быть может даже без ответа, насколько сил хватает, насколько все это возможно. И вновь аккорды бьют по лицу мурашками по коже. От безысходности. И сил хватает всего один лишь раз сказать: ты меня прости, я буду прошлым.
Но солнце так же светит, и казалось, все это заметит, и на секунду пропадет, уйдет, чтобы больше не смотреть на этот срам, позор одной, другой судьбы простого человеческого счастья. И тень останется со мной последним проявлением твоих скупых эмоций, смятая салфетка. И жизнь выбрана непредсказуемой крутящей судьбой рулетка. Уходишь. Пусть будет так. Я тоже сыграю боль свою в пустяк. Это стихи человека, страдающего. Вы часто страдаете? Ну да, бывает. Потому что вы производите впечатление абсолютно успешного, удачливого парня, у которого, в общем, не страдает и имеет 158 564 девушек. Да, и такую же сумму денег, да? Да, и чуть побольше денег. Ну, вы знаете, как бы вот так сказать, наверное, может быть, вот, так скажем, одной из движущих сил, из бензина, так скажем, моего продвижения вперед, может быть, вот эти страдания, они, в принципе, и помогают. Не знаю, но хочу сказать, что иногда я осознаю, что это действительно бензин в движении, в твоей жизни. Мне, правда, нравится, не знаю, то, что я делаю, и многое пришлось понять так экстерном, правда. Например? Например, когда не стало Юрия Шмельщази Шписа, да? Когда я увидел людей, которые мне казались людьми. Вот. И в один месяц сразу не стало двух моих друзей и Юрия Шмельща. И на меня накатило вообще что-то невероятное. И я уже был на панихиде в Доме кино и произнес такую фразу, что давайте будем настоящими, хватит уже быть черствыми, давайте ценить друг друга. В общем, как эта речь начала превращаться вот в какое-то нравоучение, видимо. И ко мне подошли некоторые люди и сказали: а ты знаешь, зря ты это стал говорить. Не интересует, что это твое мнение, ты имеешь право на него. И вот в данный момент вообще осуждать кого-то, это, мне кажется, глупо. И что эти слова могли обидеть некоторых людей. Ну, сразу стало понятно, кого эти слова обидели, да? Там было достаточно серьезно сказано мною. А мир шоу-бизнеса жестокий? Очень жестокий. Что так с такой милой улыбкой об этом сообщаете? А потому что все это, вы знаете, надо все равно понимать, что происходит вокруг, чем ты занимаешься. А в чем жестокость? Вот во всей этой кажущейся красоте, во всей этой все равно вот гонки. Как бы тебе ни казалось, что ты это контролируешь, ты все равно не можешь это контролировать. Ты все равно рано или поздно внедряешься в это по уши. И ты понимаешь, что ты будешь несчастливым человеком, если ты не будешь преодолевать эти сложности. Вы боитесь потерять свою славу? Вы боитесь, что придут какие-нибудь честолюбивые дублеры, дай бог им лучше нашим, придут какие-то еще люди. По-любому придут, понятное дело. Да, и вот вам страшно, что в какой-то момент очень мало певцов, очень мало таких певцов, как, скажем, там Иосиф Кобзон, который вот стал знаменитым, и дай бог ему здоровья, таких певцов очень мало. И очень много певцов, которые взлетели и исчезли. Вы боитесь такого? Но я уже это ко мне не относится. Что? Взлетели и улетели. Вот. Почему? Потому что, наверное, вот этот страх того, что это может произойти, меня и сподвигал. Я сегодня делюсь, очень откровенный я сегодня. Спасибо. Наверное, сподвигал. Я уже сейчас понимаю, что я вот остался в истории. Мне приятно. Вы знаете, если честно, может быть, это одно из самых главных мотиваций вообще в моей жизни было. Не только удовольствие, на нем все строится, в принципе, остальное. Но еще то, что я, наверное, войду в историю в какой-то степени. Вы каким видите свое будущее? Вы будете продолжать быть тем, кем вы есть, или вы хотите пробовать что-нибудь еще? Конечно, я, в принципе, в данный момент пробую разные вещи. Я пытаюсь сейчас кататься на коньках. И, наверное, вижу себя все-таки связанным с музыкой, естественно, поющим, потому что
то, насколько доставляет мне это удовольствие, наверное, ничего не будет доставлять. Может быть, я какую-нибудь звукозаписывающую компанию сделаю, но для этого надо еще сделать несколько гигантских шагов. То есть вы с этой дороги не уйдете ни в артисты, ни в писатели, ни в поэты? Ну, послушайте, как же, я очень хочу сняться в кино и очень долго сижу, вот сейчас выбираю сценарий, у меня очень много их, мне очень хочется начать с чего-то очень серьезного.